Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А данный ролик будет посвящен массовой арене, пачке с Орином, метовой, ну и не совсем метовой, так как попросили снять сразу же массовую арену, а потом только тестировать нового героя по имени Корвин, поэтому выполняю. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а мы начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatов.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatов.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Ну и что же, давайте сразу же переходим в раздел арены. Смотрим, у нас сметовые пачки, в принципе, на ваших экранах сразу же здесь можно увидеть, ведь она одна. То есть это у нас Орин, Валара, Граф Дракула, Дяо-Чань и Эйрлис. То есть вариации могут меняться следующим образом. Третья пробуда на Орина, вторая пробуда на Орина и первая пробуда, ну, естественно, пятая, да. То есть, что касается графа. Граф здесь у нас важно, чтобы он был первой пробуды. И дальше вас, в принципе, ничего не должно останавливать. Вы можете выбирать графа Дракулу, ставить уже, если есть первая пробуда. Это будет максимальный профит именно в плане его бафа. Да, то, что по урону будет чуть-чуть проседать, конкретно он в некоторых случаях это будет влиять, но не настолько, чтобы критично. Ладно, хорошо, теперь давайте же перейдем к самим героям. Очень важно, я для начала покажу вам, как их нужно одеть. Это очень важно. Ну, а потом уже с вами будем смотреть вариации. То есть я покажу несколько своих битв, свою запись. Но моя запись устаревшая, у меня есть для вас более вкусные тайминги, которые я вам и продемонстрирую. Хорошо, окей, поехали, смотрим Орина. Орин у меня здесь на пятой пробуде. Одет он у меня в сет Катаклизма. Несмотря на то, что на третьей пробуде он у нас получает буст к пробитию от его крит урона. То есть если у нас за каждые 10 КУ мы получаем 1% пробоя. Да, то есть мы понимаем, что если, к примеру, у меня здесь, как вы видите, 360 с половиной крит урона, то есть у меня здесь 36% пробития. То есть это достаточно нормально, мне хватает. И как я потестировал, вся бижутерия на атаку, кайф. То есть крит урон не давайте, потому что бывает временами даже слабейший, ну, когда Орин слабее, вы на него нападаете, и ваш Орин на пятой пробуде с крит уроном может проиграть даже первому Орину. Хорошо, здесь смотрим. Очень важно Орину дать восстановление ярости. Потому что если у вас здесь будет 0, он будет делать вам мозги на некоторых волнах. Потому что у него здесь есть в пассивке восстановление ярости. Когда эффект анафема убивает врага, он получает эффект восстановления ярости на 5 секунд. Так вот, если анафема не будет убивать врага, а, к примеру, Орин мечом или же просто рукой добил какого-нибудь ежика, вы вместо того, чтобы зарегенить ярку, просто ничего не будете делать. И за счет этого у вас ульта зальется позже, а у вас именно к таймеру привязывается прожатие, и он, к примеру, заливается позже таймера, и больше на этой волне он не ультанет. И вы за счет этого можете потерять огромное количество вашей базы. Поэтому это очень важно понимать. Вот смотрите, у меня такие вот шмотки. Катаклизм с восстановлением ярости. Да, на самом деле жертвуйте атакой, потому что, смотрите, у меня есть вот такая вот шмотка, я могу дать, у меня будет на 7 скорости атаки больше, и крит шанс у меня будет больше, потому что здесь не 100%, и крит урона у меня здесь будет больше, да, и даже здесь будет лучше, но я отдаю ему восстановление ярости, потому что это мне важнее. То есть вот это вот 457 атаки, поверьте мне, не так важно, как вот эти 24% восстановления ярости. Такая же самая ситуация и здесь. То есть амулет даю такой же с восстановлением ярости.
Если у вас будет какая-нибудь фракционка судей с восстановлением ярости, вы можете дать ее, а где-нибудь добрать атаку. Потому что, видите... Разработчики мне нарисовали, чтобы было мне проще записать вам ролик. Ну, естественно, каждый уважающий себя человек должен был подумать именно вот так, что мне нарисовали эту шмотку. В общем, у меня такая вот фракционочка судей. Здесь я вложил в нее большого паука, которого мы получали в Одиссее. И очень даже ею доволен. Ну, здесь, естественно, бескрит-шансовое пузо. И вот такая вот пушка с максимальным проком в рандомную характеристику. Прокнула в КУ. Лучше бы в атаку, наверное, прокнула. Дальше смотрим артефакт. Артефакт — это зараза ненависти. Вот такие вот на нем доработки. Хорошо. Давайте дальше Валара, потому что она вот ее тут видно рядом. Валара стандартный просто катаклизм. Восстановление ярости я ей не даю, потому что у меня здесь фракционка Ордена Таинства. Если бы была фракционка Судей, я бы все равно не давал бы ей восстановление ярости. Потому что не сильно скажу, что прям оно ей здесь нужно. Лучше на старте стартануть нормально, дать больше атаки. Здесь вот тоже атака, здесь вот тоже атака. Здесь вот такая вот ситуация, здесь вот такая вот ситуация. Финальные характеристики: 30,5 тысяч нищих атаки, 511 скорости и 350 КУ. Артефакт ее личный, вот такие вот доработки. И еще давайте, наверное, Орину общие статы вам покажу. 26 тысяч атаки, 518 скорости атаки и 360,5 КУ. Дяочань. Дяочань никак не менялась с видоса по воздушной арене, но мало ли, может, вы тут видос не видели. 17 718 атаки, все. Больше нас ничего не интересует. Артефакт личный с такими доработками. Эйрлис. Эйрлис просто целитель. Одеваем статы, которые нужны целителю. Ей еще можно давать восстановление ярости, чтобы она чаще ультила, кидала свою бабочку, мало ли вдруг чего. Вот такие вот шмотки с такими вот проками. Вот бла-бла, бла-бла. Такая шмотка, конечно, без ОЗ, но тут она ей не нужна. В общем, 31,5 тысяча ОЗ, 17 900 атаки, 700 скорости атаки и эффект исцеления 183, восстановление ярости 140,5. Нифига себе у меня Эрлис. Ладно, так. Артефакт сфера эйфории. Рекомендую ее. Почему? Ну, будет вам повышать скорость атаки, местами зарешает, если, к примеру, у какого-нибудь вашего оппонента этого артефакта не будет. Ну и, естественно, сам граф Дракула, он у нас здесь стоит вне лорда, он у меня тут на 5-й пробуде. Даем ему песнь ада, и здесь, видите, у меня 2 шмотки на крит урон, но рекомендуется дать все на атаку, хотя, по сути, не сильно важно, как вы его оденете, когда он 5-й. Если он у вас ниже 5-й пробуды, все на атаку. Не повторяйте за мной, потому что здесь у меня, ну, могу себе позволить дать ему 2 на КУ. Дальше смотрим, вот такая вот ситуация, 2300 атаки, 439 КУ, почти 100 кэша, 506 скорости атаки. Артефакт, естественно, его личный. Теперь смотрите, что касается, если у вас нету графа Дракулы. Не беда. Убираем графа, показываю замены. У нас есть такой герой, которого получают, ну, абсолютно все, зовут его Инит. Его можно брать. Его нужно брать, если у вас нету графа Дракулы на 1-й пробуде, потому что собака будет лучше, чем граф. Ну, и как минимум, наверное, не то, что даже лучше, а плюс-минус такой, как на 1-й пробуде. Ну, плюс-минус. За счет чего? За то, что он с пассивки накладывает повышение урона. Накладывает ядра, видите, и еще плюсом привязанному союзнику дает эффект повышения урона 30%. И это очень важно. Он накладывает свои ядра, ядра также дамажат, и очень с ним приятно и комфортно. Поэтому, если нету графа, обрати на него внимание. Если нету Инита, я не знаю, что ты забыл на массовой арене Верховном Повелителе, ну да ладно, может быть, все равно что-нибудь состряпаешь. И еще есть у нас один такой вот чувачок, зовут его Малрик. Да, внезапно. Почему Малрик? Потому что у него есть здесь такая вот волшебное свойство, да, которым он кидает руну волшебника. Повышает атаку, защиту и ОЗ носителя руны на 15%. То есть вы что делаете? Вы выставляете Малрика, бафаете им Орина, повышаете ему атаку аж на 15% на поле боя. Это пипец как жестко. Потом вы убираете Малрика и бафаете Малриком Валару.
Ну и оставляете, естественно, его на поле боя. Это очень прикольно на самом деле. И достаточно неплохой такой выбор, если вдруг у вас какие-то проблемы с отсутствием графа Дракулы. Итак, земляне, давайте я покажу сейчас автобитву моей старой записи, как она вообще работает. Ну, чтобы у вас было представление, я буду говорить о том, что у меня здесь происходит. И когда мы уже пойдем показывать, я буду бить соперника руками, я покажу, к чему я пришел. Смотрите, в принципе, здесь ничего примечательного. Мы сразу же выставляем Валару и потом Дяочань. Мечи в этот раз в первую волну вы не прожимаете. Вторая волна. То есть, смотрите, видите, я тут жду, и на 3, аж на 3.09 я только кинул мечи. Вот это ошибка. Кидать мечи на второй волне нужно строго на 3.12. Я объясню и покажу, зачем это делать и почему. Чтобы не было вот этих 98% в начале, потому что иногда сопернику можно проиграть и 0,5%. Здесь мы все 3 меча вкладываем в собак на 4-й волне. Тут ничего сложного. Все. Здесь ситуация. На 5-й волне некоторые любят ультовать Орином вот под концовку. Видите? То есть Орин ультанул, не сделал лишний удар, мой Орин сделал, и мы выиграли. Теперь смотрите, что произойдет на следующей волне. Видите, у Орина, у его сейчас закончится ульта, а мой Орин только вошел. Хоп! И теперь давайте смотреть, сколько благодаря вот этому вот муву сейчас у Цепиша слетит базы, да? Ну, понятное дело, что тик был всего лишь один, но тем не менее уже 75,5 на 98. Потому что с каждой последующей волной все больше и больше сносятся хпшки за тик. Ну, естественно, дальше мы уже начинаем ультовать под концовку каждой волны, да, с переходом предпоследней на последнюю волну мобов. Мы ультуем Орином и в последнюю волну мобов вливаем максимальное количество мечей, которое у вас на этот момент настакан. Это, в принципе, все понятно, но здесь у меня Орин вообще без восстановления ярости, фулл атака. И мне пришлось, когда я записывал автобитву, делать это через автокаст. Объясню зачем, потому что тогда, когда вы нажимаете автокаст, у вас нету привязки к времени, к таймеру вот этому, который вот 4.38, у вас нету к таймеру привязки, у вас привязывается к тому, когда герой накопит ярость. И герой сразу же ультует. Вот в моей записи это на самом деле критично. Почему? Потому что сейчас на 8-й волне вы увидите. Вот смотрите, только он ульт накопил, он уже ультанул. И у нас еще предпоследняя волна, а последнюю даже не видно. И это ошибка. Почему? Потому что, смотрите, вот мы ультанули, выходит волна. Здесь соперник ультанул прям в волну, и он ее шотает. А я нет. Видите, я на секундочку позже. И если бы у нас были с ним равные хп, да, до того момента, как, ну, достаточно неплохо я его снес, то это было бы вот критично с точки зрения того, что у меня бы просто бы разорвалась база в последний момент за вот этот вот тик. Ну, по сравнению с его базой, да. Все, видите, эти тайминги мы увидели. Характеристики урона вот такие вот. Орин 197, но тут у человека 3-й Орин, у меня 5-й. Тут у него Валара больше нанесла, моя меньше. Ну и граф тут слабее. Но это не сильно сказать, чтобы важно. Хорошо. Теперь давайте же будем бить руками и по таймингам, которые я специально в этот раз уже подготовил, потому что достаточно прикольные они получились. Давайте, может быть, какого-нибудь Орина пострашнее найдем. Вот, может быть, это вообще Destiny. Давайте нападем на такого вот Орина. Не обещаю, что выиграю. Так, нет, это Гатс. В общем, смотрите. Хронология следующая. И неважно, с графом это будет, не с графом. Вначале мы выставляем Валару. Все, ждем пауков. То есть записываете либо на оппоненте с плюс-минус вашим БСом, либо же в конструкторе команд, либо вообще лучше записывать на друзьях, с которых тоже могут подогнать под ваш БС. Ну, по вашей просьбе, естественно. Все, мы видим, вот Валара, да, видите, пауков убивает. Мечи тут категорически нельзя прожимать. Вообще нельзя. То есть мы вот ждем 6 монет, выставляем Дяо, все, бафаем.
Сейчас Гац быстрее убивает, видите, хоп. Ну и мы тут не лыком шиты. Дальше идет следующая волна. Видите, 3.20. На 3.12 мы будем прожимать с вами мечи. Объясню, почему на 3.12. Потому что на 3.10 они должны въехать в пауков. Почему так? Ну, потому что у мечей есть анимация полета, и у них, ну, им, так сказать, нужно время, чтобы подготовиться. Вот, вы ждете именно таймер 3.12 и прожимаете мечи. Вот, смотрите. Валара оттолкнет сейчас этих пауков к этим. И в момент, когда у нас таймер будет 3.12, мы прожимаем мечи. И смотрите, они сейчас получат все, ну, почти все, видите, одинаковый АОЕ урон. И мы сейчас в большинстве своем, ну, выиграем эту волну, либо же будет ничья. Да, кстати, вообще поражение. Но в основном нормально все происходит. Здесь еще плюсом все зависит от таланта Валары, да. Хорошо. Здесь все окей. Следующая волна, третья волна. На 3.13 мы взлетаем Валарой. То есть 3.13 смотрим. Оп, взлетели. Окей, хорошо. И здесь дальше какая ситуация? Не тратим мечи. Вообще не тратим мечи. Чтобы удобнее вам было выставиться Ореном по замедлению времени, тыкайте на Дяву. Потому что, чтобы вам тыкнуть на Валару, вам нужно нажимать на ее... Когда, ну, там, где она взлетела. Потому что если вы будете жмакать на нижнюю плитку, где Валара, ничего у вас не получится. Здесь, на самом деле, не то, чтобы важно, кто выиграет эту волну. Следующая волна, 4-я. Мечи мы прожимаем на 3.14. То есть смотрим, вот 3.17, 3.16, 3.15, 3.14 я прожимаю мечи. Оп, все, бах, ничья, наверное. Да, ничья. Хорошие тайминги у Гатса. Приятно с таким оппонентом сражаться. Йо, это раунд. Короче, поехали, смотрим дальше. Здесь мы также Орином не ультуем. И ни в коем случае не выставляйте графа Дракулу вот тут вот. Потому что ежики вот эти вот на высоком БСе подбегают. Взрыв и до свидания. То есть не ставим. Мы копим монетки на Эйрлис. А здесь вот выходит последняя волна. Мы даем сюда мечи. Так бах, бих. Видите, Гатс здесь ультует. На самом деле не очень хорошо то, что ты тут ультуешь. Возможно, и для меня, но, тем не менее, мы проиграли всего лишь в 1 тик. Дальше. Мы не паникуем, пока что вообще в сухую нас здесь делают. На 3.14 мы ультуем Орином. И Валарой мы не ультуем. Смотрите, пошла 2-я волна, и сейчас мы ждем 3-ю волну. Когда будут выходить мобы, прожимаем мечи, чтобы они побыстрее начали. Можно даже еще одну пачку прожать, чтобы мы быстрее взорвали мобов. Видите, все мы взрываем. Здесь вот, ну, 1 тик мы тоже отжимаем. Не то чтобы много. Все, вышла первая пачка мобов. Мы ультуем графом Дракулы. Все, вот мы ультуем. Все в порядке, все хорошо. Сейчас пойдет 2-я волна мобов. Вернее, до ее схождения, да, мы прожимаем Валару. И теперь следующий момент. То есть это у нас с вами 7-я волна. И где-то на 2.59, на 2.59, 2.58 мы будем с вами ультовать Орином. Вот где-то смотрим, где-то 3.01. Даже, наверное, на 2.59. Вот, смотрите, хоп, ультую Орином. Сейчас выходят мобы, даем мечи. И мы должны этот раунд выиграть. Во. Все, этот тайминг такой тонюсенький. Где-то 2.59, 2.58. Дальше пошла первая волна мобов. Видите, Орин еще в ульте. Мы прожимаем графа под конец ульты. Почти там под конец ульты, да, Орина. Все, смотрим. Все хорошо, все классно. И где-то вот убийство вот этого вот ежика предпоследнего. И включаем Валару, пусть взлетает. Все хорошо, все супер, все классно. На 8-й волне, очень важно, на 8-й волне, на 8-й. Ультануть Орином в 4.31. И после этого сразу же дать мечи. 4.31. Вот, ультуем. Даем мечи. И смотрим. Бам-бам-бам-бам. Все. Я очень люблю 8-ю волну. Прям супер круто. Видите, мы уже чуть-чуть вырываемся вперед. Но вот на 8-й волне, я не знаю каким образом, я не нащупал еще идеальных таймингов и ультую по наитию. Поэтому сейчас
моя победа будет зависеть от того, насколько сильно я где-то там что-то в тайминг ввалю. Ну и давайте, если у меня получится сейчас на этом оппоненте выиграть его, да, последним тиком, то мы зафиксируем, наверное, этот таймер. Здесь следующая ситуация. Видите, 4.32. Сейчас вот пойдут мобы, и уже надо ультовать. Оп. И сейчас мы с вами даем 2 пака молний. 2 пака. Ну, я проиграл. Не, я выиграл, все. Где-то, да, видите, все. Отлично. Где-то получается вот тот таймер, который я сказал, да, там 4 с чем-то. Вы также делаете, и спина болеть не будет. Давайте я даже перезапишу, потому что мне надо было перезаписать все-таки эту движуху. Нажимаем далее. Гац, спасибо тебе большое за то, что принял участие в этом всем. Давайте посмотрим. Видите, тут 203 миллиона урона у Гатса, его Орен, мой 198. Но здесь какая ситуация? Здесь я ворую урон графом, потому что Гатс ультует графом раньше, чем я, к примеру. И я выжидаю, когда Орен, ульта у него заканчивается, и ультую графом, и ворую у него дэмэдж, как и у Валары, собственно. Поэтому не сильно вот этот вот показатель, он объективен, да, именно в плане эффективности героя. Поэтому, надеюсь, тайминги вот эти вы учли. То есть это важно. И сейчас эти тайминги я себе записал. Смотрите вот тут, в тренировке. Будем с вами смотреть альтернативы, как работает инит и как работает Малрик. Так, погнали. По поводу инита. Земляне, не нужно ничего выдумывать, давать иниту какую-то там веру в победу или еще чего. Я объясню почему. Потому что вера в победу дает бонус к урону. То есть комплект дает 4% повышения урона, и это одноименная характеристика с вот этим вот бонусом повышения урона, которая дает инит, которая дает граф Дракула, к примеру. Есть смысл дать веру в победу, только если вы используете Малрика. Все, это учли. Погнали. Давайте, нападаю на себя же. 630 тысяч БС на секундочку. Ну, здесь 4-й инит против 613. Хорошо, давайте. То есть расстановка плюс-минус такая же. Тайминги, если не получается четко прожиматься, лучше выйдите и перезапишите. Потому что тайминги строгие, особенно в начале и на 8-й волне. Вот тайминги строгие, потому что они, честно говоря, очень сильно задроченные. Хорошо, выставляем Дяо. Переключаем. Дальше смотрим. Здесь у нас на 3.13 мы будем с вами прожимать мечи. 3.13, 3.12, вот, пожалуйста. Хоп, видите, соединили всех, отлично поймал. И здесь, видите, здесь я даже идеальнее всего записал, потому что, оп, вот. То есть где-то там 3.12, 3.13. Я думаю, что самые такие заядлые таймеры, ну, таймерщики, которые любят прям вычеканить, да, на замедлении посмотрят, сколько у меня здесь вот на таймере прожимаются мечи, и будут подгонять также. Хорошо, окей. Давайте смотрим следующая волна. Третья волна 3.13 взлет Валары. 3.14, 3.13, хоп, все, Валара взлетает. Через Дяо-Чань мы будем замораживать время. Мечи мы не прожимаем. Все, давайте замораживаем время. Выставляем Орена, чтобы прям по быстрячку. Хоп, и готово. Красиво. Дальше мы копим на инита. Точнее, фу. Дальше мы копим на Эрис. То есть нам пока что инит не нужен. Здесь на 3.14 мы прожимаем мечи. 3.15, 3.14, все, прожались, бам. Видите, раньше прожал и выиграл. Это тоже очень важно, потому что здесь я где-то, наверное, чисто маслину поймал, не прожал. Хорошо, но не критично. Это у нас пусть будет оппонент, который дыряво записался. Мы будем смотреть и записываться не дыряво. Здесь очень важно убить вот этого вот, который ближний, и прожимать молнии. Ну, мечи, да. Объясню почему. Потому что если вы прожмете, когда у вас на Орине будет ежик, то полетит меч в того ежика, который ближе к трону. А ближе к трону тот, кто вот ближе к Орину, да, потому что нам, к примеру, нужно, чтобы мечи попали вот сюда вот на выходящих мобов. Но если у вас на Орине или на Валаре будет какой-то монстрик, то полетит меч в него. Здесь смотрим, вот, где-то на таймере вот на 3.15 мы ультуем Орином. Все.
Дальше смотрим. И на таймере последней волны, вот сейчас она пойдет, прожимаем мечи. Бам, бам, бам. Можно даже еще одни для пущей уверенности. Чтобы, видите, здесь мы сейчас даже одинаково убили, но дали поражение. Ну, честно говоря, визуально было убийство одинаково. Не знаю, как это работает. Здесь какая ситуация? Видите, у нас здесь нету графа, который будет защищать всю вот эту мачмалу. Нам надо ультовать Валарой настолько раньше, пока мобы не подлетели. Дальше мы выставляем инита. И все. Шалость начинает удаваться. Смотрим, 8 из 24. Это у нас уже 7-я волна. На 2.57, на 2.58 мы будем с вами ультовать Орином и собакой. То есть вот ультуем с собакой. И 2.58 я ультую Орином и даю молнии. Все, бам, бам. Видите, ну, здесь чуть-чуть хуже это получилось. Но, тем не менее, все. Инит сейчас будет накидывать свои сферки. Вот, видите, накинул, все, дэмэдж от них идет. Какой-никакой, но он реально идет. Дальше, 8-я волна. Здесь мы помним, что на 8-й волне строго на 4.31 мы ультуем Орином. Ну, по крайней мере, строго по моим таймингам. Хорошо, смотрим, 4.31. Видите, у нас Орин что-то... Вот это поворот! Заливу ярости очень дико страдает. Вообще, посмотрите, просто тупо не заливается. Ну и все, видите. Это вот, наверное, из-за того, что у нас, получается, собака ворует урон сам по себе своими сферками и мешает Орину. Но, тем не менее, этой пачкой можно играть. Вот смотрите, выходят мобы, мы ультуем. Все, смотрите, видите, достаточно, походу, собака неплохо так убивает, если у нас Орин не откатился. Здесь, видите, у нас уже побежали. Ебать, вот это проблемы посыпались. Давай по новой, Миша, все хуй. У нас на последние волны придется прожимать мечи периодически. Так как вы видели, я, к примеру, прожимаю всегда мечи на последнюю волну. 2 их, там 3, сколько у меня хватает. Здесь такого у нас не получится, потому что у графа очень длинная рейнджа. Он достаточно неплохо дает нам времени, чтобы залилась Валара, к примеру, да. Но с инитом, скорее всего, вам придется Валару переодевать в залив ярости, потому что, ну, не будет вам хватать этой заливки ярости. Здесь мы на 3.13, на 3.12 прожимаем молнии. Вот 3.13. Все, поехали, ловим здесь паучков. Видите, тут даже очень неплохо, и здесь неплохо поймал. И тут Валара просто... дважды талантом влупила, но тем не менее побеждаем. Не столь важно, первая волна всегда такая, кто выиграл, это вообще ни на что не влияет. Здесь мы на 3.13 взлетаем Валарой. Все, взлетели. Но из-за того, что у меня, к примеру, тут восстановление ярости на Валаре мало, мы можем это очень сильно проиграть, вы сейчас увидите. Так, здесь у нас поражение, хоть и ничья, на самом деле я бы отдал ничью. 4-я волна, 3.14 мечи. Жмем. Все, бам. Видите, здесь я, по-моему, где-то на 3.12 даже прожал, и все, и мы буквально один тик проиграли, все, это уже ничья. Здесь мы не жмем, помним, мечи ульту мы не жмем Орина, мы тут мечами, смотрите ситуацию. Вот, видите, ждем, пока вот эти собаки перед Орином умрут, и только тогда кидаем мечи. Это нужно для того, так, не забываем выставить эйрлис, это нужно для того, чтобы мечи полетели строго по центру и дамажили всю пачку. Обязательно. Здесь Орином ультануть лучше сразу, не ждать, как тут. Мечи важно, чтобы по центру летели, потому что тогда они дамажат всех, а если не будут дамажить всех, то не будет срабатывать анафема и будет очень грустно. И здесь вот видите, все, мы прожимаем мечи. Одну пачку, вторую пачку можно не прожимать, все равно проигрывается, это уже видно. Все, окей, дальше. Видите, у нас 24 моба осталось, сейчас только они начнут движение, мы взлетаем Валарой, даем мечи, чтобы чуть-чуть застопорить мобов, и выставляем инита.
Инита мы выставляем, и на этой волне мы ничего не трогаем. Вообще лучше Инита выставить, как вот видите, он сейчас кинул повышение урона, оно тикает. Инита лучше выставить вот перед последней волной. Смотрите, сейчас будет волна предпоследняя, да, это 7-я у нас волна. На 2.58 мы ультуем Орином. И как раз таки у нас вот здесь идет повышение урона от Инита. И давайте жмем мечи. Все, бах. Здесь я мечи на самом деле поздно прожал. Если бы раньше прожал, мы бы сейчас эту волну выиграли. Дальше. Сейчас смотрите ситуация. Вот у нас, видите, Валара не залита. Есть у нас урон с ульты Орина, но он не зальется. Он не зальется. Вот это вот самая большая проблема, что он не зальется до конца. Вот видите, я сейчас ультую собакой, чтобы, ну, мобов поддамажить, чтобы они не пробежали сквозь Валару. У нас уже плюс-минус должен будет откатиться, ну, Орин должен залиться по ульте, но, смотрите, 577 против почти заряженного Орина. Видите, Орин зарядился, а мой тут нет. И вот это вот критично. Это на самом деле критично, но ничего страшного. Ну, как будто бы и не должны мы выигрывать пачкой с Инитом, пачку с графом. Но, тем не менее, это вам позволит хоть как-то играть, если у вас нету графа. Потому что если нету графа, ну, вы сами видите, что с вами будет. Все, здесь у нас уже вторая волна, мы вообще по ульте где-то в стратосфере. Взрываемся. Дальше взлетаем Валарой. Собаку смысла пока нету прожимать. Здесь можно даже поставить автоультимативные способности. Все, собака ультанула. Последняя волна идет, и мы ее все равно проигрываем, потому что, ну, у нас по заливу ярости чуть-чуть грустно. Но, тем не менее, мы сейчас очень сильно потеряем. Ну, мы даже, наверное, проиграем полностью бой. Да, видите, тик полностью. Но, тем не менее, играть можно на самом деле. С учетом того, что здесь у меня 5-й Орин, 5-я Валара, 5-й граф. Было бы что-то послабее, может быть, даже и выиграли. Но, как вы видите, 223 миллиона урона, то есть у меня Орин здесь под Инитом достаточно неплохо дамажит. Только вот Инита лучше прожимать, наверное, даже вместе с Орином вот под концовку. Чтобы хоть какой-то, ну, реген яркий у него там был, чтобы собака не воровала у него своими сферами залив ярости от анафемы. Потому что Инит очень сильно ворует, потому что его сфера бьет в радиусе действия атаки самого Орина. И зачастую очень сильно слизывает у него ВЯ. Земляне, в формате напоминания сейчас проходит голосование на номинацию «Контент Креатор Года». Я принимаю в нем участие. Как вы видите, на данный момент нахожусь на первом месте. Но у нас был отрыв в 1200 голосов. Сейчас же этот отрыв составляет, ну, почти 300. Поэтому, если вам нравится контент, который я делаю, самая лучшая благодарность от вас, это будет голосовать каждый день за меня. Здесь можно отдать 5 голосов. Как это можно сделать? Сейчас покажу. Нажимаем на человечка. Вот, видите, здесь у меня уже циферки заполнены. Я сейчас покажу, где их взять. Вот, заходим в игру, видите, вот эти вот циферки. Вы их тут вот копируете вот этой кнопкой и возвращаетесь обратно. То есть нажимаете «Отправить проверочный код». Все, код полетел. Мы заходим обратно в игру и отправляемся в почту. У вас здесь будет гореть вот такой вот красненький кружочек. Заходите в почту. Вот, пожалуйста, наш код. 7108. То есть мы его вводим и попадаем в наш профиль. Сейчас, видите, доступные голоса 5. И я, как и обещал, сразу же вдавливаем в Серегу пятерочку. Бабах. Полетели. В общем, надеюсь, с этим понятно. Хоть и призы не то чтобы прям супер крутые, да, за номинации. Но, тем не менее, это достаточно прикольное и престижное звание. Буду очень сильно вам благодарен в помощи с достижением данной цели. Возвращаемся к видео. Итак, давайте смотреть Малрика. Потыкался, помыкался я с этими пачками. Здесь Орином надо ультовать пораньше, потому что Орин с ними... Орин только с графом успевает залиться. Здесь, смотрите, здесь вот у меня Малрик, он на первой пробуде. Тут он будет у нас уязвимости накладывать. Нам это не важно. Нам важно его вот эта вот рунка волшебная. И здесь он у меня, я его перекинул шмотки с Инита.
Вот такого вот формата у меня были шмотки на Ините. Вот, пожалуйста. И артефакт я тоже с Инита перекинул. Окей, давайте начинать. Видите, здесь у нас уже BS 592 тысячи. В общем, тайминги у нас будут чуть-чуть смещены, там уже начиная с 5-й волны. Даже с 6-й, наверное, но ничего страшного. Поехали, смотрим. Выставляем валарку, как всегда. Я буду с вами всегда проговаривать тайминги, чтобы вы их выучили, как и я, как дважды два. Давайте, здесь мы ничего не прожимаем. На 6 монетах мы выпускаем Дяо Чань. Дяо Чань, давайте выпускаем ее. Оп, переключаем. Все, здесь победили. Ничего, такое бывает. Это не запланировано. Где-то на 3.13, 3.12, вот уже сколько не нажимаю. Пересечение, смотрите, только 3.13, хоп. И чуть-чуть буквально дожидаемся. И вот прям идеально мы ловим паучков. Сейчас валарка, если даст талант, вообще песня. Все, видите? Талант дала, сейчас еще одну тычку даст, вторую тычку. И, к сожалению, проигрываем, потому что вот у нее бывают вот эти замахи такие размашистые. Бывают быстрые, и от этого вот все забесит. Потому что валарка в этом плане очень сильно привередливая. 3.13 мы ультуем. Все, мечи мы не прожимаем. На 19 монетах сразу же выставляем Орина. Красота. Все, смотрим здесь, кто победит. Мы победили. Ничего не изменилось, одинаково одеты, но мы побеждаем. Почему бы и нет? 3.13. Где-то 3.14 мы прожимаем мечи. Вот 3.14, видите, хоп, прожимаем. Даже можно на 3.15, если у вас много урона, чтобы вы в момент в последних собачек просто вжарили. Все, видите, бах, 91%. Красиво. Достаточно неплохо. Здесь напоминаю вам, что нужно делать. Мы тут мечи не прожимаем, ждем, пока умрут вот эти вот мобы. Сейчас, хоп. И в момент смерти прожимаем, хоп, видите, чтобы мечики по центру били. Выставляем эйрлис. Все, бах, скорость атаки бафнули. Здесь чуть-чуть проиграли. Ничего страшного. Вообще ничего страшного. Выходят мобы сейчас. И даже сразу же мы ультуем Орином. Потому что у нас с заливом яркие тут проблемы. К сожалению, не можем состыковаться. Все, погнали, смотрим дальше. Либо же можно дать 3 шмотки на восстановление ярости, тогда будет какой-то с этого толк. Прожимаем мечи, видите, я там раньше прожал, поэтому, скорее всего, даже выиграл. Прикольно. Отлично. Теперь смотрите ситуацию. Мы выставляем... Сейчас мы сначала ультуем Валарой, чтобы не зазеваться. И выставляем Малорика, ждем, пока, вот смотрите, анимация, видите, рунка появилась над Орином. Он забафанный. Все, мы его забафали, убираем нафиг Малорика. Все, только у нас сейчас накопится ультимативная способность Орина. Мы не ждем, как я вот ждал. Мы сразу же ультуем Орином. Не надо там ждать 2.57 и 2.50 что-то. Мы вот сразу ультуем Орином. И все, поехали. Видите? Да, мы будем проигрывать, но мы будем проигрывать чуть-чуть меньше, нежели мы бы проигрывали, если я бы им ультанул, как здесь в таймер. Потому что, ну, не хватает нам немножечко. Так, все, вот тут мы мечи пока что не тратим. Мы сейчас будем мечи тратить, когда, вот видите, Валара заливается. Сейчас выходит пачка мобов, и нам надо прожимать мечи, потому что они сейчас пойдут, и их нужно чуть-чуть остановить, чтобы Валара успела ультануть. И то, как вы видите, не сильно Орин успевает. Все это у нас предпоследняя волна. Орин все равно где-то в отрубях, и... Не, я не успею ему ультануть, наверное. Да, видите, там уже ультует Орин, а у нас здесь сейчас мы получим супер дико по лицу. Вот мы ультуем, прожимаем мечи. Тем не менее, это не... Я предыдущий раз вот перед тестами я проиграл в 0. Здесь у нас 52%. Дальше я выставляю снова Малрика и бафаю уже Валару. Все, забафал Валару. Есть, хорошо. Еще плюсом можно рассмотреть Гретхен, которая будет делать залив ярости. Сейчас даже, наверное, посмотрим. Я вот вижу решение этой проблемы. Можно взять Гретхен, я думаю. Давайте ультуем Валарой. Гретхен будет с ульты заливать ярость Орину, заливать ярость той же Валаре. И почему бы и нет. Очень даже было бы неплохо. Так, это у нас предпоследняя волна. И мы тут, кстати, плюс-минус... Плюс-минус, плюс-минус, не говорю. А, это все-таки последняя волна, да? Сейчас проиграем. Нет, ну 28%.
Видите, буквально вот просто чуть-чуть капелюсечку не хватает ему ярости, но тем не менее держимся, то есть мы не сдохли здесь в ноль. Давайте посмотрим, какие показатели урона. 204 на 180. Да, здесь у нас Малрик, так сказать, курит, но смотрите ситуацию, то есть неважно, даже если бы Малрика на битве, ну, на поле боя не было, то ничего бы особо не поменялось. У нас играет вот комплект из 4 героев. Даже Валара это только в начале там что-то рулит. То есть, если нету Валары, к примеру, можно рассмотреть Кейна, но я не буду показывать эту вариацию, потому что, ну, она еще более нищая, чем то, что вы сейчас видите на ваших экранах. Давайте сейчас сделаем прям в лайв формате тест. Я не пробовал. Давайте я возьму Гретхен. Настолько, да, она, получается, может быть универсальной. Чисто, неважно, во что она будет одета, я раздену Малрика. И мы сейчас с вами посмотрим, что с этого будет. Будет ли у нас успевать Орен. На самом деле, я думаю, будет. Потому что будем ультовать, будем заливать ярость, и он будет успевать. Почему бы и нет. Так сказать, для тех, у кого нет графа Дракулы, пока его не перезапустят, если вообще, ну, будут перезапускать. Мне кажется, если графа не перезапустят, то, скорее всего, выйдет какая-то новая арена, где он попросту играть не будет. Хотя тоже, как это сделать, чисто выключить одного героя специально, просто чтобы он не играл из-за того, что они не хотят его реранить. Ну, тоже такая себе история. Все, мы Валару выставили. Дальше у нас таймер идет 3.13, 3.12 перерастающие. Да, вот видите, оп, все идеально. Да, то есть ультуем, кидаем мечи где-то 3.13, плавно переходящие в 3.12, тогда все будет плюс-минус нормально. Все хорошо. Взлетаем Валарой на 3.13. Смотрим, проводим время. Ультуем. Взлетаем. Взлетели одинаково. Мечи ни в коем случае не прожимать. Прожмете мечи, на следующей волне с большой долей вероятности можно проиграть. Так, все, мы здесь инста выигрываем. Здесь у нас на 3.14, напоминаю, мы прожимаем мечи. Все, видите, быстрее прожимаете, быстрее выигрываете. Ну и главное убивать мобов. Окей, смотрим дальше. Орином здесь мы не ультуем. Ждем, пока умрут мобы. И хоп, все, прожимаю, что он сейчас убьет моба. Все у нас хорошо. Выставляем эйрлис. Ничего страшного. Мы плюс-минус двигаемся нормально. Давайте ультуем Орином. Дальше ждем следующую волну, последнюю. Прожимаем мечи. Бах. Бах, видели, кстати, не прожимайте мечи перед смертью волны, потому что у вас мечи забагаются. Если им не в кого летать, если им не в кого лететь на карте, они просто тратятся. Ничего страшного. Так, поехали, 7-я волна. На 7-й волне мы на 2.57 ультуем Орином. Взлетаем Валарой. Все, поехали, все хорошо. Сейчас можем ультануть уже Гретхен, чтобы подлить ярки. Видите, подливаем ярость. Вот у нас восстановление ярости 2%. Оно ж не стакается-то с Эйрли, слышишь? Смысл я это делаю вообще? Я просто похлопаю. Короче, земляне, я не знаю, как это работает. По идее, не должно стакаться, но, как вы видите, мы успеваем по ярости. И ту волну я проиграл чисто из-за того, что я просто, ну, провтыкал. Видите, с Гретхен мы успеваем по ярости. Так не должно быть на самом деле. Я не знаю, почему это вообще работает, но это работает. Сейчас еще раз проверим. Давайте сейчас ультану Гретхен, если мы успеем на последнюю волну залиться. Ну, видите, мы Орином здесь успеваем залиться лучше, чем с Инитом и Малриком. То есть, получается, в каких-то сценариях почему-то у нас заливка ярости сочетается. Хотя она не должна сочетаться никак. В общем, все равно проиграли, но тем не менее это был лучший результат. Да, видите, мы вот выставили Гретхен. И хотя бы выжили лучше.
Не знаю, от чего это зависит. Напишите ваше мнение в комментариях. Может быть, я чего-то не учитываю, но как будто бы даже если мы вот зайдем, посмотрим вот Airless, у нее есть в пассивке заливка ярости, да? Вот, по-моему, вот это вот молитвенная, да. Пока герой находится на поле боя, союзники восстанавливают 1% ярости. Эффект увеличивается до 2% для союзников с эффектом безмятежное дыхание. То есть безмятежное дыхание у нас висело на Орине и на Гретхен. Но если мы посмотрим на Гретхен, то есть у нее есть тут знамя, где у нее идет восстановление ярости 1,5%. То есть в Аларе она восстанавливала ярку в 1,5%, потому что на ней не было вот этого вот безмятежного дыхания. Но почему у нас заливается Орин? Это же одноименные характеристики. В общем, жду ваше мнение в комментариях. Я не могу понять. Вот восстановление ярости здесь. И восстановление ярости здесь. Получается, молитвенный гимн отображается как бонус. Хотя, видите, здесь не нарисовано, что это бонус. Может быть, именно из-за этого оно и сочетается. В общем, земляне, вот такие вот для вас тайминги. Их я выписал себе на листочек, когда записывал на заказах арену ребятам Верховного Повелителя. Мне очень сильно понравилось прожатие на 8-й волне. Я решил запустить перемотку, да, то есть запись битвы, посмотреть, как там, что я прожимаю, и повыписывал тайминги специально для вас. И очень бюджетными пачками, без всяких пятых там Валар, даже со вторым графом Дракулой получилось зайти человеком в топ-93 Верховного Повелителя. Понятное дело, что это не на ресете, но тем не менее. Пишите в комментариях, как вам тайминги. Возможно, идеи с Инитом и Малриком вам пригодились. Также было бы интересно узнать, решили ли вы проблему с заливом ярости. Не забывайте поставить лайк данному видосу, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, ну и также поделиться данным видео с друзьями, сокланами, пусть также настроят себе арену, пусть также увидят неплохие, я считаю, тайминги и повторяют. Также в описании есть мой телеграм-канал, там всегда самые свежие новости, все патчноуты, которые выходят, я также там описываю, актуальные промокоды, ну и периодически проходят розыгрыши. Поэтому подписывайся и принимай активное участие в мире Watcher of Realms. Меня зовут Планета, буду прощаться. Играем в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.